Алина и Марина были сестрами-близняшками. Они часто спрашивали маму, кто из них старше, а мама сама их не различала. Назвала одну в честь своей матери Мариной, а другую дочку в честь матери мужа Алиной. А какую из них, как, вечно забывала. Назначит Алиной ту дочку, у которой розовый бантик, а они возьмут и поменяются. И только когда им по 5 лет исполнилось и можно было серьезно поговорить, мама с ними договорилась, кто будет Мариной, а кто Алиной. «А какая разница?» — спросила одна из девочек. «Вырастешь, узнаешь. Во всем должен быть порядок. И, пожалуйста, обещайте мне, что больше не будете меняться. По крайней мере, для меня», — сказала мама. С тех пор они точно знали, кто из них кто. Но какая старше, так и не удалось определить. А вот меняться они действительно любили. И всегда подшучивали и над друзьями, и над парнями, когда выросли. Когда обе девушки познакомились с Эдуардом, то Марина сразу же предложила ходить к нему на свидание по очереди, как они это делали со всеми мальчишками в старших классах. Но вот почему-то Алина не обрадовалась. «Знаешь, сестренка, давай в этот раз оставим наше детское баловство. Я сама разберусь с Эдуардом, а ты найди себе другого ухажера», — сказала Алина. Так вот и случилась между ними первая ссора. Похоже, что Алина серьезно влюбилась в Эдуарда, а Марина не понимала, что может быть серьезнее их сестринских отношений. Марина тогда обиделась и уехала. Она была уверена, что сестра бросит все и в скором времени поедет за ней. Так было всегда, но не в этот раз. Через полгода Марина получила по почте приглашение на свадьбу. Она просто кипела от злости. Обычно у них с Алиной совпадали вкусы на мужчин, но вот сейчас ей этот Эдуард был противен, а сестра замуж за него собралась. А это значило, что Алина нашла свой путь в жизни и больше не нуждалась в сестре. Марина не поехала на свадьбу, а так как Алина все-таки вышла за Эдуарда, видимо, она не очень расстроилась отсутствием сестры. Прошло несколько лет, Алина и Марина не общались, виделись только на похоронах матери, но даже не разговаривали. Марина давно простила сестру, и всю вину по их размолвке перекладывала на Эдуарда. Что-то кольнуло у девушки в сердце, когда она смотрела на сестру с мужем. Взгляд у него был какой-то странный, холодный. Так не смотрят на любимую женщину, особенно когда у нее горе. Странное предчувствие поселилось на душе у Марины. С той встречи прошел год. И вдруг Марина проснулась посреди ночи от резкой боли в сердце. Ей не надо было вызывать скорую, с ней все было в порядке. Что-то случилось с сестрой. Марина это четко понимала. Она стала звонить сестре, но никто не ответил. Прямо ночью Марина поехала на вокзал. На поезде нужно было ехать целую ночь. Марина устала, прилегла на полку и уснула. Всю ночь ей снилась сестра. Она звала ее за собой и просила помощи. С трудом она вышла на своей станции. Чем ближе она была к дому, тем тяжелее становилось на сердце. Черные полотна на окнах, закрытое зеркало. «Что здесь произошло?» — спросила Марина, хотя нетрудно было догадаться. Алина умерла. Неожиданно и скоропостижно. В диагнозе значилась аневризма аорты. Никогда ни у кого в роду такого не было, все жили до самой старости. А тут молодая женщина и какая-то аневризма. И самое странное, что уже похоронили. Марина побежала на кладбище. «Откапывайте», — я сказала. Кричала она буквально на коленях у могилы сестры. Работникам кладбища было жалко молодую женщину. Долго ехала, не успела проститься. Тем более они близнецы, пусть попрощаются. Откопаем, да снова закопаем, решили мужики и принялись за дело. Когда открыли гроб, то все ужаснулись. Алина была жива. Она открыла глаза и глубоко вздохнула.
Марина кинулась к ней и обняла сестру. Она целовала ее и просила прощения. Просила за то, что оставила ее одну. Когда Алину выписали из больницы, Эдуарда уже не было дома. Он сбежал. А все потому, что не было у Алины никакой аневризмы. Это все подстроил ее муж. Оказывается, он уже давно завел себе любовницу. Родительский дом был записан на Алину, и вот этот подлец затеял недоброе. Любовницей его оказалась заведующая местной больницы. Она все и подстроила, и про болезнь, и свидетельство о смерти выписала. И даже снотворное сама дала, чтобы Алина выглядела словно мертвая. Как же Алине удалось выжить в гробу? Все дело было в том, что ее так торопились похоронить, пока действовало снотворное, гроб сделали наспех из сырых досок, а когда крышку заколачивали, образовалась трещина, через которую поступало минимальное количество воздуха, но его хватало, чтобы Алина могла дышать сквозь комья земли. Человек под действием снотворного, словно в летаргическом сне, все функции ослаблены. Так Алина и выжила. Несмотря на ссору и долгие годы разлуки, Марина почувствовала, что сестра в беде. Такая вот связь у близнецов с рождения. Эдуарда и его любовницу арестовали и посадили в тюрьму. У них было большое отягощающее обстоятельство. Они оба не могли решить, кто из них придумал это злодеяние. А значит, все было по предварительному сговору. Они получили большой срок, и Марина с Алиной больше их никогда не видели. Сестры снова съехались и стали жить вместе, как прежде. Алина решила, что все, что с ней произошло, это наказание за то, что она перестала общаться с Мариной. А вскоре сестры познакомились с двумя братьями-близнецами. Хорошие парни оказались, так же, как и сестры, ну совсем одинаковые. Но Марина и Алина прекрасно их различали, кто из них чей. Свадьбу сыграли в один день. Вот такая бывает судьба. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.